Well, good. Well, good afternoon to everybody. Здравствуйте всем. First, my apologies that I must speak English. Прежде всего, простите, что придется Алану говорить по-английски. But perhaps this is better than speaking Swedish right now. Но вообще-то это лучше, чем если он будет говорить по-шведски. It is, of course, a great pleasure to be back at the famous Mendeleev University. Для Алана большая честь и удовольствие снова побывать в Менделеевском университете. It's also a great honor to be here. Это большая честь присутствовать здесь. It's especially an honor to have my books appearing in Russian. И особая честь быть здесь по поводу того, что на русском языке выходят книги Алана. And to have been translated by Natalia Tarosova and Kate here is also part of the honor for me. В работах по переводу принимали участие Наталья Павловна Тарасова, как ведущий контролер этого процесса. Включалась и я, и это тоже представляет для Алана большую честь, для нас тоже. And of course, when I joined the Balaton group almost 20 years ago, когда Алан присоединился к балатонской группе 20 лет назад, I could not have dreamed that one day Gennady Yagudin would be introducing me here. Он не мог даже мечтать о том, что в один прекрасный день Геннадий Алексеевич Ягодин будет представлять его здесь, на этой сцене. So many thanks to you. Большое спасибо. And thanks to my friends who have made it possible to come here as well. Natalia, Alexander. Спасибо всем, благодаря кому Алан приехал сюда. Это и Наталья Павловна Тарасова, и другие вовлеченные коллеги. Now I have an impossible task. Сейчас перед Аланом стоит практически невозможная задача. The request by email was like this. По электронной почте от него попросили что-то вроде: Please give a talk talking about what will happen between now and 2050. Пожалуйста, расскажи, что произойдет в ближайшие годы до 2050 года. I have no idea. Не знаю. So instead, I have reimagined the talk. Вместо этого Алан вообразил, что должно происходить здесь, в нашей с вами встрече. As you see, the title is now How to Explain the Future. И в заголовке презентации «Как объяснить будущее» And then How to Predict the Past. и «Как предсказать прошлое». I will explain this puzzle later. Эту фразу Алан немножко позже объяснит. But we will try to take a look 40 years back and 40 years forward. Но мы будем расценивать период времени на 40 лет назад и на 40 лет вперед. First of all, I have to place great trust in my translator. Прежде всего, Алан должен убедиться в моих способностях переводить его слова. And I do. Надеюсь, что убедится. But if I say something that doesn't make sense, please read the book and see if it makes more sense in the book. Но если вдруг получится, что я накосячу и переведу неправильно, то прочитайте книги Алана, там написано все верно. I also need to thank my teachers. Также Алан должен поблагодарить своих учителей. Many of you know the Meadows. Наверняка вам известно такое имя Медоуз Данелло и Медоуз Денис. Many of the ideas that I will present to you today, I learned thanks to them and our colleagues in Balaton Group. Многие идеи, о которых сегодня Алан будет рассказывать, подчеркнуты им у Медоузов и у других коллег по балатонской группе. Maybe you know that Dennis Meadows is famously pessimistic. Наверное, вы знаете, что Денис Медоуз считается самым известным пессимистом в мире. But that's not really true. Но на самом деле это не так. If you watch his behavior, he acts in an optimistic way. Если вы посмотрите, как он себя ведет и что говорит, на самом деле он большой оптимист. Данella Meadows was the opposite. Данелла Медоуз как раз выступала в противовес Денису. She spoke very optimistically. Говорила она очень оптимистичные вещи. But sometimes she did things that made me think she was pessimistic. Но делала иногда некоторые вещи, которые заставляли думать, что по-настоящему ее настрой пессимистичен. In dealing with our global future, both things are true. На самом деле, применительно к нашему общему глобальному будущему, правдивы обе вещи. И оптимистичные. I should say these books would not exist except for Danella Meadows. Книга не могла бы появиться, если бы не Данелла Медоуз. She asked me to write a short book explaining the limits to growth to normal people. Она попросила Алана написать не очень большую книгу, которая объяснила бы обычным людям особенности ограничений глобального роста. It grew, and now it became these books you see. Книга
росла, и получилось, наконец, то, что вы можете видеть вот там на презентации книг. So here is the problem with the future. С будущим у нас есть некоторые проблемы. We absolutely cannot predict it except in controlled experimental situations. Предсказать будущее точно невозможно, за исключением тех ситуаций, когда оно жестко контролируется. The real world has too many variables. В реальном мире слишком много переменных величин. However, we can explain the constraints, Однако мы можем объяснить ограничения, the probabilities, вероятность, the possibilities, опять же, вероятность, based on what we have seen основываясь на том, что мы видели раньше, and based on what we see from our scientific experimentations. и принимая во внимание то, что нам говорят ученые, что они получают в результатах исследований и экспериментов. I include in the word science social science. В список наук Аллен включает всегда и социальные науки тоже. And perhaps this is controversial, but I also even include the word economics in science. Может быть, это звучит немножко противоречиво, но в список наук, в том числе точных наук, Аллен включает еще и экономику. Ее нельзя исключать из этого списка. So let's explore these constraints, probabilities, and possibilities. Давайте теперь изучим эти ограничения, вероятности и возможности. My presentation will have 4 short parts. В презентации будет 4 части. First will be the origins of these ideas. Первая часть – истоки идей, о которых рассказывает Аллен. Then we will look at some key trends that are shaping the future today. Затем мы посмотрим некоторые тенденции, которые связывают будущее с настоящим. Then I will show you some methods for wrestling with that future today. Затем Аллен продемонстрирует несколько методов того, как сегодня мы сможем управлять нашим будущим. And finally, we will talk a bit about choices, the choices that we must make. И затем мы поговорим о важности выбора, который предстоит делать всем нам. So, the origins of these ideas for me are in this book. Истоки идей, о которых рассказывает Аллен, все заключены в книге «Пределы роста». And in my books, you can read the history of that book. И в книге Аллена вы можете прочитать о том, как создавалась книга «Пределы роста». One of the amazing things about this book is how hated it was by some people. Одна из примечательных вещей, сопровождавших историю появления этой книги, это то, насколько сильно ее возненавидели некоторые люди. As a recent scientific assessment said, it was not paid much attention to. И, как заметили некоторые современные ученые, ей не придали должного внимания в то время. And this was partly because people told lies about it. И, возможно, это происходило потому, что о книге говорили откровенную неправду. Very public lies. Публичную правду. Lies that anybody could check by looking at the book. И ее можно было легко перепроверить, просто открыв книгу и прочитав. Saying, Убедиться, что это не так. it would say the book said things that the book did not say. Люди говорили, что книга говорит одно, хотя на самом деле она говорила совершенно другое. In English, we call this shooting the messenger. На английском есть такая поговорка. Let me explain it, okay? Yes. На английском есть такая поговорка: убить гонца, принесшего дурные вести. Гонца пытались убить все эти годы. Among the many newspapers that you may know that attacked this book is the famous Wall Street Journal. Одно из средств массовой информации, которое сильнее всех атаковало эту книгу, это Wall Street Journal. You know the Wall Street Journal. Вы знаете, что это за издание? So, Вы знаете, кто его издает? 2008, page 1. В 2008 году на первой странице этого журнала Finally, the Wall Street Journal says they were right. наконец-то журнал признал свою неправоту и правоту медоузов. And then 2 years later, something else has happened. А еще через 2 года произошло еще одно событие. Now the Wall Street Journal is selling these ideas. Теперь Wall Street Journal распространяет зеленые идеи и идеи устойчивого развития. Now, this is quite funny to me. На самом деле Аллена это слегка веселит. The man in the middle is someone I know from my student days. Человек, который показан на фотографии в середине, знаком Аллену по студенческим годам. He's the deputy editor of the Wall Street Journal. Это главный редактор журнала. In 1995, I met to meet him. В 1995 году им доводилось встречаться. I said, maybe we should talk about these sustainability ideas. Аллен спросил его тогда: может быть, поговорим об устойчивом развитии, о идеях? He was very polite to me. Он был очень вежливый These are not so important to us. и сказал, что, вы знаете, для нас это не очень важно. Now he is competing with me. Ну, сейчас он все-таки
примкнул к сторонникам Аллена и распространяет эти идеи. This is an indicator of change. Это индикатор изменений, можно так расценивать. And it explains something that I like to call the dilemma of Cassandra, Cassandra's dilemma. И здесь есть такой очень важный аспект, есть такое понятие загадка Кассандры, или скорее проблема Кассандры. Here's the problem. Это действительно проблема. If you make a prediction about the future, Если вы делаете прогноз о будущем, you warn everybody that things are really going to get worse. вы всех предупреждаете о том, что все будет становиться все хуже и хуже, ситуация все серьезнее. And then they do. И затем действительно так и происходит. Then you're right, Тогда вы правы. but you failed. Но тогда вы не сделали то, что были должны сделать, и тогда вы проиграли. If you make a prediction, Если вы сделали негативный прогноз, you warn of catastrophe, всех предупредили о назревающей катастрофе, everybody says, okay, maybe so. все это восприняли, поняли They start to do things. и начали принимать меры. The catastrophe does not happen. Катастрофа в результате не произошла, And they say, you're wrong. а тогда вы не правы, как предсказать. So you fail again. То есть вы опять проиграли. When you succeed, you fail. Вы все сделали правильно, но вы проиграли. And when you're seen as a failure, you have succeeded. Если вас не послушали, вы тоже все равно проиграли. I don't like this. Аллану такое положение дел не нравится. All my scientist friends have been living with this problem for many years. С этой проблемой сталкивались все друзья в ученом мире, с которыми знаком Аллан, на протяжении всех последних лет. Maybe this is why I became a consultant instead, Может быть, поэтому Аллан переквалифицировался в консультанта, to work on transforming systems чтобы преобразовывать системы, with a positive vision of the future, исходя из позитивного представления о будущем, but informed by the analyses of science, once again, with the information of science behind it, но имея научную информацию о том, что происходит, including the pessimism. включая и пессимистичные прогнозы, So, let's talk about these trends that we must consider. мы сможем поговорить о тенденциях, которые сейчас господствуют в нашем мире. Are you familiar with this idea of planetary boundaries? Известно